Так, всем привет. В работе, значит, у нас антирадар СТР-ка 1000. Я там на форуме и в группах просил помощи, у кого есть на вот этот процессор. Прошивка в конечном итоге ни у кого нету. Видимо, процессор был закрытый, либо у ни у кого такого антирадара в работе нету. Но смысл в чем? То есть принесли его с обновлением, которые пытались обновить, и в конечном итоге у них в какой-то момент оборвали электричество, ну, соответственно, прошивка не завершилась. То есть он повис на то, что его компьютер не видит, неизвестное устройство. На это внимание не обращайте, то, что я подпаял провода, это я уже думал методом исключения, что нету контакта по кабелю, то есть как неизвестное устройство определяется, и подпаял уже напрямую. Ну, как бы дело не в этом. То есть у нас не видится компьютером, так как STM-ка, видимо, упала в какую-то ошибку. С помощью Orange либо ST-Link, вот, ST-Link Orange, можно подпаяться. Схему контактных площадок я выкладывал на форум. Можно будет найти, ну или ссылку оставлю на тему, которую я создавал. В общем, проц закрытый, и, по крайней мере, в этой был не закрытый, он считался, но с какими-то ошибками. Пытался считать 77-го радара, там закрытый проц, не вычитал. С 900-го проц открытый, с него вычитал, залил дамп с 900-го. Ничего не получилось. В общем, получился все это добро сделать. Товарищ один на форуме скинул подредактированный дамп, который был вычитан отсюда. Я его сюда залил. Он также компьютером не определился. В общем, после каких-то определенных манипуляций вышло, как его починить. Ну, пока еще не починен, он в процессе. Дальше сейчас попробуем вместе уже добить его. Значит, дампик, который подредактировал один из форумчан, закинул в этот STM-ку, он не определялся. Я вздернул вот эту микросхемку, EPROM-ку нашу, SPI-ка 21-25, подключил к компьютеру, и вуаля, он стал определяться. То есть программа загрузки родная подхватила устройство и стал вот так вот теперь определяться. Если флешка была запаянная, он ни в какую не определялся. В общем, я его прошил этой программкой, потом уже припаял обратно 25-ю эту микросхемку. Она сейчас на плате. Ну и теперь повторно хочу нажать обновление. Возможно, какой-то информацией он тоже обладает. Почему я так предполагаю? Потому что в этой 25-й микросхемке у нас есть информация о вот этой вот лабуде, то есть модель и так далее. Поэтому я повторно сейчас накатываю на нее, а потом уже будем открывать файлик с обновлениями базы данных. Вот, тоже ее накатим. Там, опять же, надо зайти на сайт производителя, уже посмотреть по инструкции, что он просит сделать. Тем не менее, сейчас мы это и сделаем. Так, пока он обновляется, мы зайдем, посмотрим на официальный сайт, что он просит. Для обновления этой модели. Это у нас не сигнатурный, это обычная STR-ка. И тут тоже есть нюанс. Если у вас сигнатурка, он не подхватится. Так, выдал ОК. Теперь выключим. Попробуем его теперь еще раз запустить программку обновления. И посмотреть, выдаст ли он какую-то версию, вот эту модель. Сейчас ничего не выдает. Включаемся заново. Тишина. Но перед этим почему-то у меня показывалась вот тут вот версия и так далее. В общем, пока что ничего.
Так, далее, поехали. Что у нас просят для обновления? Значит, это у нас обновление базы камер. Нас интересует именно пока что прошивка. Первый этап, в общем, тут как-то разделили на несколько этапов. Стандартное обновление. Устанавливаем обновление. После обновления сброс настроек. Вот, смотрите, внимание, не обновляйте базу радаров до завершения процедуры обновления загрузочного сектора. То есть вот сейчас мы прошили, ну, более-менее, я думаю, он должен сейчас стартануть, аппарат. Теперь подключаем к нему питание. У меня кабель потерялся, поэтому поступим просто супер простым способом. Подключимся к плате напрямую, подпаяем проводочек, потом все, естественно, если флюсайте, отмою и так далее. Так, питание у нас здесь. Ну, а массу коснемся через проводочки. Посмотрим, что произойдет. До этого он вообще не стартовал, не включался и ничем не определялся. То есть вместе с вами сейчас первый запуск. Посмотрим, получится ли вообще что-то с этого аппарата. Так, он теперь стал включаться. Смотрите, есть приветствие. Это для меня уже радостная новость, потому что он включился. Так, что теперь? Не обновляйте базу радара до завершения обновления загрузочного сектора. Для обновления загрузочного сектора отсоедините устройство с загруженной прошивкой от компьютера, бла-бла-бла, подключите к автомобилю, нажмите кнопку меню. Кнопка меню у нас, соответственно, последняя. Так, так вот у нас вставляется. Итак, кнопка меню, бла-бла-бла. Появится надпись «Трасса». После этого процесс обновления загрузочного сектора будет завершен. Так, меню у нас, соответственно, сейчас переподключимся. Вот эта кнопочка. Вот это. Подключаем питание. Нажимаем. Ну, трасса высветилась уже. В принципе, я думаю, он уже переразметился без моего участия кнопки меню. Сейчас он вообще не выдает звуков. Почему? Потому что на флешке, скорее всего, все затерто. Так, но тем не менее он стал показывать какую-то картинку. Теперь отключаем все это добро и подключаемся заново к компьютеру. Теперь будем заливать в него обновление базы данных. Я для вас просто потом все солью готовый дамп. То есть вам нужно будет... Так, теперь все, вот он определился верно. Нажимаем загрузка. Я солью дамп с STM-ки 32, вот после того, как он полностью будет рабочий, и с флешки. Соответственно, у кого появится какая-то такая проблема, вам просто нужно будет закачать в STM-ку проверенный дамп, ну и на флешку, соответственно, тоже дампик закинуть. И тогда не надо будет вообще танцевать с этим радаром. А потом через стандартную утилиту вот эту вот обновиться. Ну, это просто на момент ремонта у вас может быть уже совершенно другая актуальная версия. Так, ну и пока он шьется, отдельное спасибо скажем вот этому человеку. Так, окей. Ну и какую-нибудь денежку мы, соответственно, отправим ему на баланс. За что спасибо. Вот. GVL, Оренбург,
с форума ремонт.ру. Так, то есть благо его переделанному дампику получилось более-менее как-то оживить это устройство. Ну, по крайней мере, более-менее, я думаю, сейчас превратится в нормальное состояние. Так, все, он обновился, отключаемся от аппарата. Так, одну секунду, я отвечу. Алло? Да? Ну, если быстренько. Нет, нереально. Не. Да, она будет стоить как телевизор. Ага. Так. Все, базы обновили. Теперь он должен включиться именно с голосом и со всей подобающей рабочей фигней. Единственное, у меня отключен пока радар, он отпаянный. И, тем не менее, должен стартануть. Так, картинка есть. Вот со звуком какая-то борода пока что. Висит над надписью трасса. Сейчас пощелкаем кнопочки. Режим настроек. Все заработало. Звуки есть, настройки есть. Работает. Так, ну и все. Теперь я сливаю отсюда сейчас дампик. Распиновочка будет по ссылочке на форум. Кому нужно, посмотрите. Ну и, соответственно, рабочий дампик туда же сейчас и залью. Все, работает. Давайте попробуем вторую кнопочку нажать. Это у нас трасса на город. Режим настроек. Так, не туда. Ждем, когда выйдет из настроек. Так, и нажимаем. Режим город 1. Город 1. Все. Стартанул. Так, я сейчас еще не забуду запаять и собрать. Перед этим всем, если кому интересно, сейчас сольем дампик и закину. Так, это у нас сюда. Компьютер отключено. Это у нас сюда. Солью через ST-Link. Я думаю, в принципе, такой программатор у многих есть. Могу и через Orange скинуть, конечно, но я думаю, смысла нет. На Orange просто больше проводов подпаивать. Так. Подключаемся к компьютеру. Стоп, провод оторвал. Никак эти сопли все не переберу. Гадкие провода достались. Плюс на скорую руку. Так, сейчас приляпаем, чтобы не затрагивать долго ролики. Так, есть. Давайте ST-линком подключаемся. Выдал ошибку. Что-то не то. Где-то проводочек не подсоединил. Все. Наверное, плюсовой на массу подключил нечаянно. Так. Коннектим. Заново закрываем программу. Так.
Проверяем провода, что-то где-то не хочет. Так, так. Нет, все вроде подключено. Ага, все, вычиталось. Вот этот рабочий дампик. Соответственно, мы его сохраняем. Теперь пишем в папочку с радаром. Так, вот у меня был вот этот STR, который не включалась. Соответственно, сюда пишем папочку рабочий. Рабочий. STR G1000. G1000 пишем, что это у нас STM-ка 32. Дальше подробности не будем, там 100 F100 какая-то, не помню, в общем, пока сохраню, потом все файлы переименуем. Или давайте сразу. Вот так вот он называется, если правильно. STM32F103-106. Дальше пишем G1000 STR. Все, это у нас рабочий дамп проца. Чтобы убедиться, что все хорошо, что я сейчас сделаю, я его сейчас стираю с процессора вот здесь. Просто повторю процедуру. Чистим. Видим, что у нас тут все стерто. Соответственно, он сейчас не включится. Теперь открываем этот рабочий дампик. Вот так вот рабочий. Загружаем. Так, не туда, вот сюда. Вот это убираем, галочку сюда ставим. Загружаем его обратно. Все. Это можно закрыть. Отключаемся от программатора. Ну и теперь пробуем включить его повторно. Заработает или нет. Так. Провод от программатора массу отключаем. И плюс тоже отключаем. Теперь включаем. Проверяем. Сразу стартует. Пристегните ремень. Есть. Все, дампик рабочий. Ну и сейчас 25-ю еще эту флешечку читаем. И поставим как рабочую. Так, ну в принципе на этом я со всеми прощаюсь. Не буду затягивать долго ролик. Сейчас скачаю 25-ю с помощью RT809 и все это на форум закину. Возможно, кому-то пригодятся дампики. 900-ки тоже скачаю, и проц, и 25-ю серию. То есть два сразу выложу. Все, всем пока, удачи в работе. Не забывайте друг другу помогать. Всем удачи.